Вітаю вас знову у своєму саду. Я Світлана, і ви потрапили до мене в гості. Ласкаво прошу. Будемо розглядати мій сад. А саме сьогодні я розповім, як я свої троянди обрізаю. Надо сказать, что занятие это будет долгое и кропотливое. Я вам покажу, как это делаю я, сакцентирую на самых важных моментах, а выводы, как вам делать обрезку роз своих, вы сделаете сами. Почему? Потому что я режу кардинально, режу много. Возможно, это подойдет не всем. Расскажу, почему я так делаю. Посмотрим. Это не урок по обрезке. Это я показываю, как обрезаю розы именно я. А какое у них цветение, мы все с вами видим в процессе летних съемок, весенних, какой результат подобной обрезки. Буду обрезать и чайно-гибридные, и флорибунды, и шарабы. Видите, у меня вся эта клумба засажена такими розами. И покажу один нюанс про плетистые розы. Но это чисто мое, сугубо мое решение так обрезать плетистые розы. Решать вам. Идемте посмотрите и сделайте свои выводы. У нас холодно, ночью был мороз. Обрезать буду на вот этом кругу большом розовом, который мы с вами смотрим летом. Для начала хочу сказать, что осенью я обрезаю все свои вот эти розы просто коротко, все подряд, невзирая на то, к какому классу, виду, сорту они принадлежат. Насколько коротко, можете судить сами. Эта роза обрезана на 15 сантиметров. Я вам рассказывала, что я на 20-25. Ну, некоторые так и обрезаны. Вот это на 20 обрезано. Почему так я делаю? Вот это на 25. На 30 даже. Почему так? Я вам показала. Сейчас положу рулетку. Потому что розы я обрезаю под укрытие с дугами. Вы видели. Я беру просто большой сучкорез, большой секатор и срезаю все их под одну высоту. Низко. Потому что чем ниже розы мы обрезаем, тем лучше они зимуют. Ближе к земле. Видите, все розы вот так обрезаны. Выборочную обрезку сухих, там кривых, таких я не делаю осенью, потому что просто нету времени. Этим я заниматься буду именно сейчас, уже по открытию. Смотрим, какие розы как перезимовали, как себя чувствуют. Выбираем ветви, какие хотим, и обрезаем. Сейчас покажу вам обрезку на примере любого кустика. Почему я и шарабы, и чайно-гибридные флорибунды обрезаю одинаково? Потому что мне не надо выделять их по высоте. Для меня наоборот важно, чтобы они были примерно одного роста. Был, кстати, интересный вопрос. Что бы вы переделали на своей розовой клумбе, если бы сажали ее заново? Расстояние между розами у меня правильный треугольник 50 на 50. Ну вот тут у меня 80 на 50. Ну, по дуге шло. Как посадила, так получилось. Еще в какую сторону пошли ростки. Вот тут больше видно
50 на 50 на 50. Розы держат друг друга ветвями, потому что тут очень много и английских, у которых более тонкие гибкие ветви, и чайно-гибридные, которые костяк задают. Есть шарабы. Шарабы, вот, я бы сюда шарабы, наверное, в эту клумбу не сажала, потому что их приходится, ограничивать по высоте. А многие шарабы красивы своей статью, наоборот, да? Вот я вам ответила по клумбе. А сейчас поставлю на штатив камеру, и мы посмотрим обрезку. Я выбрала не самый сложный кустик. Вот этот. Какая роза, для меня это не принципиально. Я вам покажу, как именно я ее обрезаю. Смотрите, обрезка роз отчасти напоминает обрезку плодовых деревьев, если вы этим занимались. Инструменты мы все подготовили, заточили и обработали антисептиком. От одной розы к другой инструменты надо обрабатывать. Секатор, пила, кусторез. Что, начали. Первое, что мы делаем, мы вырезаем тонкие веточки, которые идут в центр куста. Вот, допустим, вот эту. Смотрю, что на штативе мне не совсем удобно будет. Вот эта веточка, которая идет в центр куста, мы ее обрезаем. Аналогично, кстати, листву осенью я не обрезаю с роз, потому что мне просто некогда. С этой стороны тоненькую веточку тоже вырезаем. Почему? Потому что, смотрите сами, вот из такой веточки, какая роза шикарная, красивая, может вырасти. Побег будет нарастать, набирать сам массу, ему не до цветов. Так, ветки все мы потом пособираем. Вырезали все тонкие, которые идут в центр куста. Это отчасти напоминает и обрезку гортензии. Так, снимаю я камеру, мне так неудобно. Попробуем вот так снимать. Так, вырезали все тоненькие веточки, которые идут в центр куста. Просто прошли и вырезали. Дальше мы должны убрать все сухие пеньки. Вот такие, вот такие. Это делать надо сучкорезом, пилой, потому что у роз ветви, конечно, намного толще и крепче, чем у гортензий. Смотрите, вот такого сухого среза быть не должно. Срезы должны быть все зеленые, красивые. Обновляем срезы у веточек. Вот такие должны быть срезы. Сейчас покажу. Вот. Ровненькие, зеленые, хорошие. Вот такие. Тут сейчас мне придется взять сучкорез и вырезать вот эту, которую я вам показала, сухую. Вырезать буду или выпиливать ниже. Следующий нюанс какой? Ветви не должны пересекаться. В данном случае у меня почти 3 ветки идут одновременно из одного места. Выбираем ту, которая более перспективная. Вот эта вот ветка будет выпиливаться, где я вам показала срезы эти красивые. Она будет выпиливаться, вырезаться вся. Почему? Мы будем формировать форму чаши. А она как раз у нас в центре и не дает нам вот такой формы сформировать. И она сухая. Видите, если этот пенек мы срежем, он пошел ниже, ниже, и она уже, эта веточка, больная. Сейчас я вырежу и покажу вам, что получилось. Значит, вы запомнили, первое, тоненькие веточки мы вырезали, сухие пеньки и пересекающиеся ветви.
Что дальше вырезаем, покажу после того, как вот это сделаю. Так, вот смотрите, что у меня получилось. Вот эту ветку я выпилила, которая вот так вот тут была. Убрала. И у нас сразу форма наша открылась. Вот эту ветку, видите, с 3 маленькими, я вырезаю совсем и вырезаю вместе с той, которая вниз идет. Вот такие маленькие тоненькие рогулечки нам оставлять не надо. Что у меня тут открылось, когда я вырезала эту ветку? Она терлась по хорошему зеленому, такому красивому побегу, у которого мы вот так обрежем ту, которая в центр шла, и сухой верхний край. В этом месте мы разобрали, составили толстые ветви. 1, 2, 3, 4 почки. Двигаемся дальше. Тут срез мы можем обновить, если мне позволит секатор. Позволил. Зеленый хороший срез у него получился. Обязательно смотрим, чтобы по центру не было сухой дырочки. Сейчас я вам покажу на примере. Ну вот у этой розы тут много сухих. Обрезка надо будет более кардинальная. Вот. Обрезала я розу, и смотрите. Сфокусирую. Видите? В центре точечка такая. Это значит, там поселился пилильщик. Эту ветку я пилу просто возьму, вырезать ниже. Вот тут буду всю эту ветку и с хорошим таким побегом выпиливать. Где вот такие точечки, не жалейте, вырезайте, потому что он пойдет ниже, и он вам все ваше цветение перепортит. Дальше, смотрите, хороший побег, наверху засохший. Можно было бы решить, что его вот так укоротить и все. Но укорачивать надо ниже. Я так буду делать, чтобы убрать и потенциальное повреждение вместе с этим побегом. Это, конечно же, надо делать сучкорезом. Немножко повредили мы. И смотрим срез. Надо укоротить его еще, потому что, видите, темная точка. Возможно, сейчас я его обрежу вот так. Сейчас посмотрю. Да, срезала ниже его. И видите, тут срез уже хороший. Поэтому не жалейте. И вот такую нашу проблему сразу иссякайте. То есть вот так он был. Так, эта веточка была, мы ее срезали. У нас снег пролетает. Думаю, что это летит. Дальше. Дальше мы смотрим пересекающиеся ветви. А вот эта история. Оставляем более потенциальную. Конечно же, вот эту более толстенькую, маленькую эту, которая внизу идет и пересекается с ней, вырезаем. Так, что у нас еще осталось? Вот важный момент. Смотрите, вот такая куча мала, развилка непонятно чего тут. Вот так. Вот это все надо вырезать и как можно ниже. На удивление, срез тут хороший.
Вырезаем все мелкие. Эту усекаю на 2 почки. Дальше тут сухая. Вот эта веточка. Ее я тоже обрезаю. И вырезаю вот этот тонюсенький, малепусенький. Что дальше? Дальше обходим по часовой или против часовой стрелки. Видите, часть сухая, часть какая-то зеленая, но она тонкая, не нужна. И она тоже там хороший срез. То есть вполне возможно то, что я замульчировала торфом, там много хороших почек. Вот вопрос. Эта ветка пересекается с этой. Видно, вырезается. Она наверху повреждена, подсохла. Рагулинки по ней. Я ее обрежу. Одну почку там только оставлю. Вот так. И у нее тоже хороший срез зелененький. А вот она терлась, видите? И в итоге смотрите, что у нас получилось. Сейчас картинку приложу, какая она была. Какая есть. Вот эту ветку можно понизить до вот этой почки, чтобы они уже были одинаковые по высоте. Тоже хорошенько. Этот срез обновить надо. Можно не обновлять. Ну, раз уж мы красоту наводим, проверяем, смотрим. Вот этот срез обновить. И вот что у нас получилось. Наша розочка. Оставили мы ей. Вот пропустила сухой побег. Сухой. Смотрите, история какая. Он совсем сухой туда. То есть нам надо удалять вот эту всю нашу ветку. Почему? Потому что если пошла усыхать пенек, он засушит нам всю ветку. Вон что получилось в земле там. Я ее прикопаю, и она даст нам базальные побеги. Итого, если мы посчитаем, у нас осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 побегов. Вот этот можно еще укоротить, потому что он идет на пересечение. На пересечение шел. Так, ну, эту одну уже оставим. Все, вот эту рагулину можно выпилить, но я хочу вот из этой ветви наверх что-то, чтобы пошло. Но она там хороший срез у нее. Зеленый, хороший. Навстречу ничего не пойдет. Возможно, пойдет что-то вверх. Вот из этого побега. Все. Вот такая у меня кардинальная обрезка. И я не знаю, это чайно-гибридная флорибунда. У меня тут есть бирочки, но несмываемым фломастером, да, он-то не смывается. Он от солнца выгорел. Он у меня через месяц на бирочках от солнца все выгорело. И подобным образом мы обрезаем все 230 уже, по-моему, моих роз. Будет время, посчитаю, похожу. То есть мне еще 230 раз надо вот такие кусты привести вот в такую форму. Обязательно убирайте вот такие тройные рагулины. Вот такую кучу малу вырезайте, оставляйте или, если получится, один побег, или понижайте его. Пойдут хорошие ровные побеги. Так, еще хотела показать вам по плетистой розе. Одну уже там подвязала. Пообрезаю несколько еще роз. Холодно у нас, конечно. И займусь пересадками. Чужие пересадки как раз актуальны. Так, вот
роза. И что я хотела сказать, что я оставляю у роз, во-первых, я ее загоризонталила, видите, по возможности. Там, где ветви трутся, шишки положила, потому что, чтобы не ветка об ветку, а шишка не дает им тереться. Так вот, у плетистых роз я делаю обрезку, оставляя только базальные побеги. То есть вот это побег, это нарос за прошлый год. Все толстые, сухие, ну вот это я выпилю, я убираю. Вы видите, сколько много пеньков. Их надо посмотреть, какие усохшие, все повыпиливать, когда дойду до плетистых роз. Все побеги у меня первого порядка. То есть они наросли за прошлый сезон. Есть у меня одна, вот она ветка. Я уже тут оставила веточки второго порядка, но и то короткие их. Как рыбка, видите, получается в разные стороны. Но я такие ветви не люблю. Они плохо под укрытие складываются. Ну, складываются, может, хорошо. Вот эти рагулины мешают агроволокном укрыть. И сильно больших цветов на этих побегах не будет. Поэтому, если у вас была хороший был уход за розой в течение сезона, она выпустит много базальных побегов, которые вы оставите. А побеги второго года, ну вот это тоненькие, у меня в основном нарастают вот такие толстенные. Но это роза мощная, хорошая. У нее вот такие побеги, они и перезимовали, видите, отлично. И такие длинные, вот я смотрю, тут она у меня порядка 2,5 метров. Вот почему я не люблю вот эти второго года, то есть второго порядка, первого порядка. Эту сюда привязала. Не знаю, получится цветение, посмотрим. Не люблю у роз, у плетистых оставлять вот такие сильно разветвленные побеги, сильно корявые во все стороны. Оставляю 5, 6, 7, не больше. Много побегов базальных тоже нельзя оставлять. Роза просто не вытянет. И будут мелкие такие реденькие, меленькие цветочки, которые, ну, не создадут вау-эффекта. Смотрю, некоторые розы надо мало обрезать, что весьма радует. Вот так замульчированы они. У нас еще 2 дня морозов будет. Вчера занималась лаванду. Поделила кусты, обрезала их опять же кардинально. Эту лаванду тут столько же, сколько роз. 72 куста. Но они, видите, тоже посажены. Тут тоже треугольником по внутреннему кругу и по внешнему. Так, и что я буду делать дальше после обрезки? Надеюсь, 2 недели, и я справлюсь. Если там по 5, по 10 роз в день обрезать, я буду мульчировать на картон, потому что бороться вот с этим все лето. Траву они пробивают. Какая-то это бурьян такой нехороший. Пырей нехороший. Буду стелить картон и мульчировать. Мульчировать или сухой травой, газон косить. Я, кстати, газон не доскарифицировала. Половину только сделала. Вечер настал. Снег летит. Буду закругляться. Думаю, было вам понятно про розы. Это чисто мой такой опыт. Цветение, вот еще хотела сказать, от того, что мы очень коротко, я от того, что очень коротко обрезаю, у меня цветение наступает немного позже. Почему? Потому что короткие побеги, где мы вот этот обрезали, короткие побеги
И веткам, чтобы нарасти, надо больше времени, чем, допустим, вы оставите вот такую розу, у вас укрытие было там полметра или еще выше, что, я думаю, ну, не очень логично. Те розы зацветут раньше. Чем выше вы обрезаете, тем, ну, сильно раньше нет. Может быть, дней 5, может 7. Цветение наступит раньше. И они, те розочки, которые выше, они, к сожалению, хуже и зимуют, потому что побеги, чем выше, тем они больше подвержены холоду. Внизу мы к земле же, да, прижимаемся, и от земли тепло идет. Так, за это я вам сказала, за это сказала. Прямо так хорошо я обрезала эту розочку. Мне нравится. Посмотрим ее цветение. Все, всего хорошего. Пособирать вот эти мне надо. Мои рагулины такие. Занимайтесь. Это, кстати, очень отвлекает от того, что творится сейчас в мире. Садовые все эти дела определенным образом настраивают на позитивный лад. И даже колючие розы. Многие не любят роз, потому что много с ними проблем, хлопот. Согласна, но цветение роз дарит настолько яркие эмоции, что они перебивают все наши проблемы с ними. Я считаю, если унифицировать и делать все быстро и правильно, то не так уж и много. Много, но не настолько критично, чтобы от них отказываться. А у меня крокусы все равно еще цветут, не померзли. Я их там иголками закопала и цветут. Так, отвлекаю я вас от садовых дел. Все, всего хорошего. До встречи в следующий раз. Пойдем на прогулку по саду. Уже вторая половина марта. Всего хорошего.